Это по-настоящему крутые камерафоны, они уже на пятки наступают профессиональным фотоаппаратам и видеокамерам по части фото и видео. Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей и это канал Техноподбор. Сегодня я расскажу о 5, на мой взгляд, лучших камерафонах на начало 2023 года. Погнали! Начнем наш обзор с Google Pixel 7 Pro. Когда мы слышим Google и Pixel, сразу понимаем, что это про камеры. Пусть даже это будет и бюджетный Pixel, но он все равно будет одним из лучших камерафонов в своем классе. Но конкретно Pixel 7 Pro топовый флагман, и фотографирует он не хуже, скорее даже лучше своих конкурентов, за те же деньги. Недаром ведь умельцы импортируют софт Google камер в свои устройства. Основной фотосенсор от Samsung имеет разрешение 50 мегапикселей, а в дополнение к нему установлены ультраширик с разрешением 12 мегапикселей и телеобъектив с разрешением 48 мегапикселей, у которого имеется 5-кратный оптический зум. Основная камера делает отличные снимки, хорошо выдерживая баланс четкости изображения. Больше всего это заметно при съемке с небольшого расстояния, а при фотографировании панорам четкость и детализация хуже, особенно при нехватке освещения. Фронтальная камера Google Pixel 7 Pro имеет такое же разрешение, как у предыдущей модели – 10,8 мегапикселей. Автофокус, к несчастью, не поддерживается. Съемка видео возможна в разрешении до 4К с частотой 60 кадров в секунду, но при включении HDR частота ограничивается до 30 FPS. Качество съемки видео хорошее, но отсутствует возможность записи в разрешении 8К. Друзья, а я напоминаю, что если вам нужна помощь в выборе смартфона, смарт-часов или другой цифровой техники, то вы можете обратиться ко мне, ссылки будут в описании. Следующий смартфон Huawei Mate 50 Pro. Флагман вышел спустя 2 года после того, как была представлена предыдущая модель Mate 40. Традиционно серия Mate включает в себя все самые совершенные на данный момент технические возможности. Как обычно, у Huawei тыльная камера становится особым объектом гордости и ключевым элементом смартфона. Основной модуль на 50 мегапикселей, но самая интересная фишка – смена диафрагмы объектива. Технология уже не нова, много лет назад Samsung с ней экспериментировал, но добились лишь двухступенчатого изменения диафрагмы в небольшом диапазоне. У Huawei же получился объектив с 10 ступенями между светосилой 1.4 и 4.0. За это отвечают самые настоящие лепестки, находящиеся в объективе. Есть возможность автоматической и ручной настройки. Уже исходя из описания можно сделать вывод об отличном качестве съемки. На практике Mate 50 Pro без преувеличения шикарен. Это заслуга не только железа, но и отточенного софта с крутым автоматическим HDR и распознаванием сцены. Чтобы сделать шикарный кадр, не нужно быть фотографом. Huawei делает всю работу сам. Ночью тоже полный порядок. В арсенале имеется мощный ночной режим, доступный для всех 3 сенсоров, но Mate 50 Pro в нем не особо нуждается, разве что в кромешной тьме, когда из темного кадра нужно сотворить чудо. У фронтальной камеры на 13 мегапикселей широкоугольная оптика, позволяющая заметно корректировать угол обзора. Это помогает, когда нужно сделать групповое селфи. Что касается видео, то все 3 камеры способны записывать 4К при 60 FPS. Это очень круто. Продолжает наш обзор Vivo X90 Pro Plus. Я думаю, что никто не будет спорить, что в данном смартфоне установлен один из лучших наборов камер на сегодняшний день. Но главная изюминка, пожалуй, это тот самый 1-дюймовый модуль AMX989 от Sony. Ведь это же очень важно, чтобы на матрицу попадало максимальное количество света. Плюс программное улучшение изображения. В итоге мы имеем смартфон, способный конкурировать с лучшими фотоаппаратами. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей. Благодаря крупным пикселям вместе с большой диафрагмой смартфон позволяет получать отличные кадры при низкой освещенности. Для повышения четкости изображения в Vivo имеется оптическая стабилизация. Автофокус устройства использует современную технологию Dual Pixel. Это следующий шаг в развитии фазового автофокуса. Портретная камера тоже фантастическая и имеет сенсор AMX758. Нельзя оставить без внимания и широкоугольный объектив, получивший угол обзора в 114 градусов. Следует отметить, что камера может снимать 8К видео с поддержкой RAW. Еще один классный смартфон в нашем обзоре Xiaomi 13 Pro. В китайском флагмане установлен дюймовый сенсор AMX989 от Sony, как у Vivo, на 50 мегапикселей с диафрагмой 1.9. Объектив хорошо справляется с подавлением шума при съемке в локациях с недостаточной освещенностью. При съемке в дневное время кадры получаются четкими и резкими, а цвета холодными. Если увеличить полученное фото, можно увидеть много интересных деталей и даже прочитать надписи, находящиеся вдалеке.
Основная камера показывает хороший динамический диапазон. Есть несколько режимов и фильтров, которые делают фотосессию интереснее. Основной датчик дополняет телеобъектив и сверхширокоугольная камера. Разрешение обоих составляет 50 мегапикселей. Телевик с диафрагмой 2.0 обладает плавающей фокусировкой, как в зеркальных фотоаппаратах. С его помощью можно снимать красивые пейзажи издалека. Также он обеспечивает четкие кадры крупным планом. Сверхширокоугольный объектив с диафрагмой 2.2 делает светлые кадры, сохраняя высокое качество фото и не добавляя искажений. Контрастность не такая сильная, как на основной камере, но в целом снимки получаются хорошими. С его помощью можно сделать макрофотографии, чтобы запечатлеть объекты в мельчайших деталях. Есть поддержка функции CyberFocus, которая позволяет камере отслеживать движущиеся объекты и фокусироваться на них. Если делать фото в движении, они не получаются размытыми, а наоборот останутся четкими. Возможна съемка 10-битного видео 4K Dolby Vision HDR. Она демонстрирует насыщенные цвета и высокое качество картинки. Завершает наш рейтинг Apple iPhone 14 Pro Max. Куда же без iPhone? Его преимущество заключается в его универсальности и простоте. Ты просто навел и снял что-то, все остальное он сделает сам. Недостаток — это, конечно, высокая цена. По качеству фото и видео конкуренты уже давно не уступают и все чаще обращают на себя внимание. Тройная камера на тыльной панели, новый 48-мегапиксельный сенсор обеспечивает высокую четкость снимков. Система оптической стабилизации матрицы фотосенсора обеспечивает более четкие фото во всех условиях. Есть поддержка HDR. Двукратный зум реализован за счет кропа изображения с основного сенсора на 48 мегапикселей. Трехкратный зум уже задействует другую камеру, которая все еще имеет оптическую стабилизацию. Ультраширокоугольная камера по-прежнему также используется и для создания макроснимков. Разница в цветопередаче с основной камерой меньше, чем у предшественника, но все еще заметна. Для улучшения видео возможностей смартфона компания Apple оптимизировала кинорежим, для которого теперь наконец доступна съемка в разрешении Ultra HD с частотой 30 fps. Съемка в формате ProRes также доступна, но возможно только с Full HD при 30 кадрах в секунду. Если выбирать классный камерафон по соотношению цены и качества, то я бы выбрал Google Pixel, ведь он имеет топовые камеры плюс отличное программное обеспечение с возможностью обновления. Но если бюджет не ограничен, то я рекомендую Vivo, это очень крутой смартфон на начало 2023 года. А что касается iPhone, я понимаю его поклонников, он просто лучший для кого-то, несмотря ни на что, но конкуренты не дремлют. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и поможет сделать правильный выбор. На этом все, всем пока!